Где-то на западном берегу Нила, в скальном ущелье, которое египтяне никак не называли публично, прямо сейчас, посреди правления очередного царя, идет работа. Каменотесы углубляют коридор в породе, художники наносят первые слои штукатурки. Песцы размечают тексты по заранее расчерченным клеткам. Все это – будущий дом человека, который еще жив. Причем человека, которому сегодня с утра уже нужно было сделать несколько десятков других вещей, и ни одна из них не была его личным выбором. Это фараон, и его день начался задолго до рассвета. Слово «фараон» греческое, по-египетски звучало примерно как «перо», что переводится как «большой дом». Сам правитель этим словом не назывался, оно означало «дворец», а потом перешло на человека внутри него. В разговоре к царю обращались «Его Величество» или просто «Бог». А вот имен у него было 5. Не одно, не 2, 5 официальных имен, каждая из которых включала его в определенную систему отношений с богами и с историей. Имя Хора – его тождество с богом-соколом, правящим небом. Имя Непти – связь с богинями Верхнего и Нижнего Египта. Золотое Хорово имя, тронное имя. И личное имя, которое произносили с добавлением «сын Ра». 5 имен фиксировали его место в мире так же точно, как координаты фиксируют точку на карте. Я думал об этом долго, и вот к чему пришел. Когда у человека 5 официальных имен, ни одно из которых не просто «как зовут», это означает, что его личность с самого начала растворена в функции. Он не просто правитель, он узел, в котором сходятся несколько разных порядков сразу. Жрецы-хорологи, хранители часов, дежурили ночью на пилонах храмов и отслеживали движение звезд. Когда определенные созвездия достигали нужной точки на небосклоне, это был сигнал – пора начинать. Утренний ритуал запускался еще в темноте, задолго до того, как солнце появлялось над горизонтом. Фараон в этот момент, скорее всего, уже не спал, или точнее, уже не имел права спать. Его утро начиналось с процедур, которые мы бы назвали гигиеническими, но в египетской системе они были чем-то большим – ритуальное омовение, умощение маслами, благовония. Не комфорт, приведение тела в состояние ритуальной чистоты. Фараон, который в течение дня должен был приближаться к сакральному, обязан был соответствовать этому статусу физически. Человек, нечистый в ритуальном смысле, просто не мог войти туда, куда должен был войти царь. Потом одевание, двойная корона, потому что он повелитель и Верхнего, и Нижнего Египта, объединенных вот уже сколько веков, но все равно требующих символического подтверждения каждое утро. Урий на лбу, кобра, обвившая голову, знак защитной силы богини Уаджет. Накладная борода, заплетенная в косичку, причастность к миру богов. Боги изображались бородами, а живые египтяне бород не носили. Бычий хвост на поясе, скипетры в руках. Когда фараон выходил в публичное пространство, Диодор Сицилийский описывал это так. Его несли в паланкине на плечах 8 знатных придворных. По обе стороны шли с опахалами и цветами, чтобы воздух вокруг доброго бога был наполнен благоуханием. Это не про комфорт. Это про то, что вот человек, которого от земли отделяют даже физически. Я долго пытался понять, как это вообще ощущается изнутри, когда каждое твое утро начинается не с «что мне сегодня делать?», а с «кем мне сейчас быть?». Наверное, никак особенно не ощущается, если ты в этом вырос. Но со стороны смотришь и видишь человека, которого система берет с первой секунды дня и не отпускает до последней. Теперь про то, на чем держалось все это устройство. Есть понятие, без которого невозможно объяснить ни один египетский текст, ни одно изображение и ни один день жизни фараона. Называлось оно «маат», переводится «ацет», примерно. Правильный порядок, истина, справедливость, космическая норма – все сразу и одновременно. Богиню Маат изображали с пером страуса на голове. На суде Осириса сердце усопшего взвешивали именно против этого пера. Когда Нил разливался в срок – это Маат. Когда урожай приходил – это Маат. Когда все шло как надо – это она. Но вот что в популярных пересказах почти всегда упускают. Маат – это не состояние, которое однажды достигнуто и дальше держится само. Его нужно воспроизводить каждый день – ритуалом, действием, правильным поведением. Противоположность Маат, хаос, не исчезает, стоит только расслабиться. И тот, кто удерживал его в первую очередь – фараон. Отсюда вытекало кое-что неудобное. Каждая болезнь царя была потенциально тревожным сигналом для всей системы.
Если тот, кто удерживает порядок, слабеет, что это говорит о состоянии мира? Египетские тексты намекают, что плохие разливы Нила или военные неудачи интерпретировались как знак того, что что-то не так с отношениями фараона и богов. Он буквально не мог позволить себе выглядеть слабым из обязанности, не из амбиций. По всему Египту стояли сотни храмов. В каждом из них, в египетском понимании, обитало какое-то божество. И каждое утро это божество нужно было будить. Жрецы входили в святилище, срывали печать с двери Наоса, внутреннего помещения со статуей бога. Статую умывали, умащивали, переодевали в свежие ткани. Ставили перед ней еду 3 раза в день, как живому человеку. Фараон не мог физически присутствовать в каждом из этих ритуалов. Он был один, а храмов сотни. Но в египетской идеологии это не имело значения. Именно он совершал каждый ритуал через жрецов, которые действовали как его заместители. На стенах всех храмов изображали не жреца, входящего к Богу, там всегда фараон. Именно он подносит дары, именно он держит курильницу. Это не метафора, жрец был инструментом, а ритуальная ответственность лежала на царе. Меня в этой системе всегда поражает ее последовательность. Они не делали исключений. Если ты отвечаешь за порядок мира, ты отвечаешь за него везде и всегда, даже там, где тебя нет физически. Это либо гениальная конструкция, либо невыносимое бремя. Скорее всего, и то, и другое одновременно. На стенах этих же храмов еще одна сцена, которая меня каждый раз останавливает. Фараон стоит в профиль, одной рукой держит за волосы группу поверженных врагов, другой занес над ними булаву. Сцена воспроизводилась 3000 лет почти без изменений, от ранних династий до эпохи Птолемеев. 3000 лет одна и та же поза. Это ритуальное высказывание «хаос повержен, порядок восстановлен». Именно поэтому победы в реальных военных кампаниях фиксировались как ритуальные акты. Запись победы на стене храма закрепляла ее в структуре мира. Рамсес II при Кадеше, Тутмос III в 17 кампаниях подряд. Победа в любом случае была победой царя, а не армии. И рядом с этими изображениями фараон рядом с богами. Буквально в одном ряду, одного роста, в тех же позах. Но богом он не считался. Он был посредником, богом, не богом и не просто человеком. Бог не обязан доказывать свою состоятельность каждый день. Посредник богом обязан. В XIV веке до нашей эры в египетской столице Ахетотон существовало специальное здание – богом, бюро переписки фараона. Там хранились глиняные таблички, письма от правителей других государств. В 1887 году нашей эры местные жители случайно наткнулись на это хранилище и начали продавать таблички на рынке антиквариата, не понимая, что нашли. Сейчас их называют Амарнским архивом. 382 штуки богом, и это только то, что уцелело. Таблички написаны не по-египетски, на аккадском, языке клинописи, который в бронзовом веке был чем-то вроде латыни, общим дипломатическим языком. Через этот архив мы знаем, что именно обсуждали фараоны с Вавилоном, Ассирией и хетскими царями. Один вавилонский царь, Кадашман-Энлиль, писал Аменхотепу III и буквально требовал доказательств того, что его сестра, отданная в жены фараону раньше, еще жива, прежде чем согласиться отправить следующую дочь. Мне кажется, это один из самых человеческих документов, которые дошли до нас из того мира. Не победная надпись, не религиозный текст, просто обеспокоенный брат, который не знает, жива ли его сестра где-то в чужом дворце, и пытается это выяснить через дипломатическую почту. 3000 лет назад, на глиняной табличке, на языке которого уже никто не использует. Это живые люди, которые торговались, обижались и следили за тем, чтобы их родственниц не забыли. Вассальные правители из Ханаана писали иначе. Правитель Гезера, города на территории нынешнего Израиля, обращался к фараону так: «Моему господину, моему богу, моему солнцу, солнцу неба, слово Епаху, твоего слуги, праха у твоих ног. Я падаю ниц перед царем, моим господином, моим богом, моим солнцем 7 раз и 7 раз». Когда читаешь это, становится понятно, насколько огромной была дистанция в тогдашней картине мира. Если вам ближе такие разборы, где за большой историей стоят конкретные документы и живые детали, подписывайтесь на канал. Таких тем здесь будет еще много. Рядом с дипломатической работой шла административная, и она не прекращалась. Визирь, ближайший к царю чиновник,
выполнял функции одновременно главного судьи и министра финансов. Чиновники рангом ниже управляли отдельными территориями, казной, флотом. Все докладывали наверх, и решения, которые не мог принять никто другой, восходили к фараону. Назначение, военные кампании, распределение ресурсов между храмами. Один из самых больших ритуальных праздников египетского года, Апет, длился 27 дней. Статую Амона-Ра перевозили на священных ладьях из Карнака в Луксорский храм. 1,5 километра по воде или по берегу, с тысячами людей, музыкантами, жрецами. Фараон входил в самое закрытое помещение Луксорского храма, и там, перед статуей Бога, происходило то, что египетские тексты описывают как обновление его Ка, жизненной силы, дававшей ему право на власть. Он выходил оттуда заново легитимным, буквально заново коронованным, в том смысле, который имел значение для египетской системы. Толпы вдоль процессии видели не шествие, они видели подтверждение: мир цел, царь жив и работает. Около 1541 года до нашей эры в скалистой долине была построена деревня. В документах ее называли Сат-Маат – место истины. Сегодня ее знают как Дейр-эль-Медина. Там жили люди, которые строили гробницы в долине царей. Не рабы, а высококвалифицированные мастера – каменотесы, художники, скульпторы, писцы. Государство давало им дома, медицинскую помощь, воду, которую носильщики таскали от Нила через горы. Работали 8 дней подряд, потом 2 выходных, свободные дни проводили строя гробницы для самих себя. Про эту деревню мы знаем неожиданно много. Ее жители умели писать и оставили горы записей на глиняных черепках и папирусах. Судебные тяжбы, любовные письма, отчеты о прогулах, жалобы на начальство. И при Рамсесе III они объявили забастовку, первую в записанной истории человечества, потому что им задержали выплату зерном. Вышли из деревни, сели у стен административного здания, потребовали свое и получили. Фараон строил себе вечный дом, а люди, которые это делали, выбивали задержанный паёк. Обе вещи одновременно, обе сюда, части одной и той же системы, которую мы обычно видим только с парадной стороны. Гробницу начинали строить с первого дня правления. Это не мрачное предвкушение, нормальная административная логика. Переход после жизни требовал правильной подготовки, правильных текстов на стенах, правильных предметов внутри. Часть государственных ресурсов каждый день уходила именно туда. В египетском понимании имя Сюда – это не просто идентификатор, это часть существа. Пока имя вырезано в камне, пока его видят и произносят Сюда, человек продолжает существовать. Когда имя стирали, это было уничтожением, человека переставало быть. Именно поэтому фараоны так методично стирали имена предшественников, переписывая чужие монументы под своим именем. Конкуренция за вечность, не за репутацию. Самый известный случай – Тутмос III и Хатшепсут. После смерти женщины-фараона он методично стер ее имя и изображение с десятков монументов. Причины египтологи до сих пор обсуждают – месть или прагматика наследования. Но сам факт говорит о том, насколько серьезно к этому относились. Убрать имя – значит убрать человека. Есть соблазн предположить, что внутренние покои дворца были другим местом, там, где фараон мог просто быть собой. Но и здесь нужно остановиться. Его семья была структурным элементом государства. Главная жена – участница ритуалов и политическая фигура. Дети – потенциальные наследники, то есть предмет постоянного расчета. Даже в личных покоях действовала иерархия. Кто может входить, кто говорит первым, кто вообще имеет право находиться рядом. Близость к фараону была политическим ресурсом, и контроль над этой близостью был частью того, как функционировал двор. Фараон был фараоном и в собственной спальне. Вот что меня здесь по-настоящему останавливает. У нас нет ни одного египетского текста, в котором царь говорит о себе как о частном человеке. Ни жалоб, ни сомнений в ролях, ни «а чего я сам-то хочу?». Это может означать две вещи. Либо такие тексты не сохранились, либо вопрос просто не возникал, потому что система не предлагала другой рамки для себя. Я не знаю, какой из этих ответов правильный, и, честно говоря, не уверен, что это вообще можно выяснить. Египетская цивилизация существовала около 3000 лет. От первых фараонов до конца независимого Египта прошло больше времени, чем от нас до Юлия Цезаря. Эта система работала так долго не потому, что египтяне были послушными. Она работала потому, что была внутренне связной. В центре стоял человек, чья функция не оставляла ему ни одного дня без смысла и без обязательства.
и который, по всей видимости, не воспринимал это как тюрьму. Просто потому, что в египетской культуре не было другой рамки. Он не читал философских текстов о личной свободе, не сравнивал свою жизнь с чьей-то другой возможной жизнью. Рождался в этой роли, рос в ней, умирал в ней. Его положение было одновременно самым привилегированным и самым жестко ограниченным из всех возможных. Нет смысла искать тут трагедию. Трагедия предполагает, что человек понимает, от чего отказывается. Когда смотришь на то, что дошло, на колоссов, на росписи, на тексты, на сами эти стены, видишь результат бесчисленного количества таких дней. Дней, которые начинались еще в темноте и заканчивались в той же роли, в которой начались. А в долине царей в это время продолжали долбить породу люди из Дейр-эль-Медины. Готовили для него место, где все, наконец, закончится. И снова начнется, но уже иначе. Как именно, египтяне знали. Все записано на стенах. Мы разбираемся по сей день. Не забудьте подписаться на канал. До новых выпусков.